Всем привет, меня зовут Владимир, и вы на канале Китайфон. Это обзор на Realme 9 Pro. Поехали. Продолжаем обозревать новинки от компании Realme. На этот раз это средний брат из 9-й линейки под названием 9 Pro. Давайте разбираться, что тут Pro. Для начала пройдемся по комплекту поставки. В коробке лежит бампер, на этот раз с защитой камер, кабель USB Type-C, зарядка на 33 Вт, скрепка и чутка макулатуры. Дизайн традиционен для смартфонов компании Realme. Ребятки, чуть-чуть, так сказать, мысли по поводу дизайна. Уважаемый, не знаю, владелец, хозяин, директор BBK и в частности суббренда Realme. Вот этот ваш дизайнер, не знаю, заберите у него, не знаю, МФУшки, принтеры, там, ксероксы, спилите нахрен кнопки у него там на клавиатуре, Ctrl-C, Ctrl-V, отдайте ему назад и уже ложку, шприц, пусть занимается, чем он до этого занимался. Сколько можно брать и копировать одно и то же? Да, фотохромный дизайн, вещь прикольная, базара нет. Но мы уже это все видели, и вот эти все обводы камер, вот эту камерную историю, мы уже, не знаю, какой раз видим ее. GT Neo 2, Realme 9i, Realme 9 Pro. Я понимаю, конечно, что вы берете пример с яблочной компании одной. Та хотя бы, не знаю, там камеры как-то по диагонали ставит. Я хрен не знает, у них там новый телефон получается. Надо взять его и вот этого друга его, который вот эту систему выключения придумал через 2 пальца. Надо сделать так, чтобы у них руки были чем-то другим, друг у друга заняты. Это мое субъективное мнение. Как-то так. Мое субъективное мнение про дизайн вы слышали. В настройках я сразу отключил скриншот по нажатию кнопок и оставил только свайп пальцами, потому как я замучился удалять нежелательные скриншоты, которые появляются постоянно из своеобразного расположения кнопок. Кстати, о кнопках. На правой грани находится кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. На левой грани кнопки регулировки громкости и гибридный лоток для 2 сим-карт или для сим-карты и карты памяти. Верхняя часть имеет только отверстие под дополнительный микрофон шумодав. Основные отверстия внизу. Там перфорация для динамика, разъем Type-C. Для адептов проводного звука есть соответствующий разъем для наушников и разговорный микрофон. На задней панели находится прямоугольный модуль камеры с 3 объективами. Задник пластиковый. Выпускается в 3 цветах, но блестит, как Киркоров на концерте в Кремле, только синий. Рамки на экране небольшие, а вот подбородок хотелось бы поменьше. Сам экран с диагональю 6,6 дюйма, сделан на очень качественной IPS матрице с разрешением 2412 на 1080 точек и плотностью пикселей 400 ppi. Частота кадров 120 Гц. И тут работа 120 Гц видна невооруженным глазом. Авторегулировка частоты экрана работает. Заявленный производителем 565 нит яркости легко хватало для комфортного использования на ярком весеннем солнышке. Оболочка отрабатывает анимацию очень плавно. За все время пользования смартов пролагов не было. Работает вся эта красота на новой оболочке Realme UI 3.0 и Андрюхе 12. Обнова уже прилетала, а это значит, что производитель исправляет стартовые недоработки софта. Может, кому будет полезна информация о том, где искать отображение процентов заряда аккумулятора. Я лично не сразу откопал этот пункт. Кстати, об аккуме. Он на 5000 мАч, и его автономность я проверил на реальной эксплуатации смарта. Всем привет! Начинаем, так сказать, обзор наш. Это у нас Realme 9 Pro. Без всяких плюсов. Сегодня с утра полностью зарядил. Сотка. У нас сегодня 19 марта. И это начало реального опыта использования этого смартфона. Давайте вначале я пробомблюсь как следует.
А потом уже будем дальше посмотреть. Короче, вчера я его выключал. Сука, ты китайский, ты конь и семья. Кто придумал такую систему выключения? Чтобы его выключить, просто кнопки питания, вот. Не хватает. Ты сколько ты ее не держи, хоть ты палец сломай. Надо зажать одновременно кнопку вверх и питание. Вот тогда появится тут выбор. Чтоб тебя, сука, проктолог вот так же, вот такой распальцовкой, блядь, досматривал. Падла ты конченая. Да и лоток гибридный — это то еще удовольствие. Ладно, давайте встретимся уже на работе. 12:20, 88%. 4 часа 77%. 7:17, 62%. И это еще не вечер. 10 часов 54%. Ну вот с этими процентами, наверное, и пойдем мы спать. Завтра утром посмотрим, что с разрядом за ночь. Так, утро 6:53. 52%. То есть за ночь 2% потерял телефон. Второй день тестирования. Время час. Пора обедать. А телефон еще с 25%. В принципе, пока нормально. Итак, 20 минут 8. Второй день. У нас остаток 2%. Так. Батарея. Не совсем батарея. Батарея. Вот он продержался один день, 11 часов и 34 минуты. 9 часов и 5 минут экрана. Ну что, вот он график. Так, телега. Ну, сейчас, сами понимаете, нагрузка на телегу и, соответственно, времяпрепровождения в Телеграме в связи с определенными событиями резко увеличилось. Даже на YouTube я смотрел гораздо меньше, чем телегу. Ну, ВКшка. Давайте вот так, не по этому, а по времени. Вот, вот считай. Ну, это все секунды там какие-то. Так, ну что могу сказать? По сути, автономность достаточно неплохая. То есть я тут не сидел, не экономил. Ну, может, в игры не играл. Да, в игры не играл. Но кроме игр, как бы все остальное по полной схеме. Телега — это практически постоянно. ВК. Ну и так, на перерывах и вечером. Вечером Ютуба немножко. Сейчас как бы после всего просмотренного в телегах в разных, никакого Ютуба уже нахрен не надо. Ну вот. Это гораздо лучше, чем аккумулятор на 5000, но в Redmi 9i. Ой, в Realme 9i, ёпта. Уже сговариваюсь к вечеру, после рабочего дня. Как бы дает о себе знать рабочий день. Ну вот так. Вот он и конец вам теста на автономность. Ну что, смотрите дальше. Вот вам и свежий техпроцесс. И если уж говорить за начинку, то в целом меня устроил и процессор, и скорость работы под системой памяти. Новенький 8-ядерный Snap 695 и 8 гигов оперативки, которую, если очень хочется красивых циферок, можно расширить до 13 гигов. Скриншот с бенчмарка памяти перед вами. Синтетические тесты в режиме повышенной производительности приятно удивили. Получасовой тротлинг-тест на 100 потоков показал неплохую производительность под нагрузкой. Проблем в играх не должно быть. Сам я протестировал на нем клон форточки и понравившуюся мне стратегию с достаточно неплохой графикой по мотивам Второй мировой войны. А вот отсутствие стерео в Pro-версии, в отличие от младшего брата 9i, удивило. Эти маркетинговые качели начинают уже надоедать. Уберите нахрен эти киркоровские блески и дайте стерео. Качество звука без вау-эффекта. Я бы даже сказал, что он чуть выше среднего.
На стабильность работы с беспроводными наушниками не жалуюсь. А вот на звук в них... Если вдруг вам кажется, что звук в наушниках какой-то не очень, не знаю, не хватает ему басов, объема, то в принципе вам не кажется. Так оно и есть. Вы лезете в настройки, технология Real Sound, и выключаете ее нахрен. Ну и в принципе тогда звук становится какой-то удобоваримый. Ну не то, что прям удобоваримый, это, конечно, перебор. Ну, не для миномана сойдет. Так что вот так. К разговорному динамику и микрофону вопросов не имею. Запись звонков имеется. Проводного радио нет. NSC-модуль на борту. Датчики приближения и освещения аппаратные. Работают без нареканий. Это проверка работы с GPS. Телефон Realme 9 Pro. Ну, сейчас работа ведется телефоном только по спутникам, то есть здесь нет ни симок, ни Wi-Fi, ничего. Ну, в принципе, достаточно все неплохо это дело и проходит. Сейчас мы движемся к пешеходному переходу, и точность где-то порядка, наверное, метра двух. Вполне неплохо. GPS у меня каких-то особых нареканий нет. Система камер в Realme 9 Pro оснащена камерой 64 мегапикселя на сенсоре OmniVision OV64B, сверхширокоугольной камерой на 8 мегапикселей, тоже на OmniVision OV08D10 и бесполезным макрообъективом на 2 мегапикселя. Селфи-камера на 16 мегапикселей на базе соневского сенсора AMX471. Качество основной камеры вполне хватает днем на фото по принципу «сфоткал и забыл». Я не устану повторять, что 90% всех ваших фотографий дальше соцсетей не уйдет. А в свете последних событий и вовсе ценники пофоткать, что в разных магазинах цены посравнивать. Режим с размытием заднего фона на основной камере вполне неплохо справляется с размытием заднего фона. А вот портретная съемка на переднюю камеру мне не понравилась. Да и в целом селфи-камера не самая лучшая в своем классе. Вечером фотографии относительно неплохие. Есть режимы для съемки звезд и прочие чудеса с настройками выдержки. В режиме полноценного фото на 64 мегапикселя HDR режим становится недоступен. Да и сам режим какого-то прироста качества не дает. Да, детализация фото становится выше, но и количество шумов в темных участках возрастает. Теперь о режимах видео. Это видео на основную камеру 1080, но только 30 FPS. Сейчас включена электронная стабилизация. Какая-то вот она, не знаю, запоздалая. Я иду, камеру поворачиваю, а картинка, спустя буквально там долю секунды начинает вслед за поворотом смартфона на экране поворачиваться. Не знаю, передаст это все вам дело сейчас видео или не передаст. Но основное, с чего я просто орнул, так это то, что в 2022 году на смартфоне, с нехилым ценником, как класс, отсутствует 4К, который, в принципе, я, конечно, переживу легко. И нету 1080 60 FPS. Господа китайцы, для чего вы этот суперпроцессор сюда поставили, если он в 1080 60 FPS не может? Он может 720 60 FPS. Но кому сейчас нужны ролики в 720p? Вот это, конечно, удивительные истории. Вот такие дела. Что мы имеем по итогу? В плюсы можно отнести необычного вида хамелеонную, в моей расцветке, заднюю крышку, неплохую производительность, достаточно качественный экран, неплохую автономность и плавность работы оболочки Realme UI. А вот видеосъемку можно отнести к явному минусу. Да и камера в целом в такой ценовой зоне могла быть и получше.
Про монозвук, да и его качество я и вовсе молчу. Вот и все, что я хотел сказать вам про Realme 9 Pro. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про резервные площадки в случае блокировки YouTube. Все ссылки есть в описании под видео. Материальная помощь каналу будет кстати в это непростое время. На этом все. Пока-пока.